Окура! Самураи. Да, воды утекло на самом деле довольно много. И это очередной подкаст «Жижа». Со мной меня зовут Дрекс Уилн. Вы могли меня видеть в интернетах, на самом деле в разных ипостасях. Я для, наверное, свежей аудитории, которая случайно наткнется это видео, немножко вбросов сделаю для тегов. Когда-то вы могли видеть в тиктоках подобные мультики типа этого. Потому что я крутой. Еще вы могли слышать мемную песенку под названием «Сынок!». Ты писюн помыл? Да, чем я только не занимался в свое время. Всякие видеоблоги, хитманы, уроки по экстрим-вокалу. Какой-то кринж был. Но, тем не менее, это было, и даже что-то осталось, что-то я поскрывал, что-то я нахер удалил с канала, потому что, мне просто больно на это смотреть физически, хотя на самом деле нужно просто понять и принять себя таким, каким ты был раньше. И как вы заметили, сейчас многое поменялось. Давайте, наверное, немножко познакомимся для... надо клап... Сука, я не могу выговорить слово логопед, чтобы пошутить шутку про то, что мне нужно ходить к логопеду, чтобы научиться нормально разговаривать. Короче, когда-то давным-давно Дреха открыл для себя Fruity Loops третьей версии. Это сейчас он называется FL Studio, раньше он назывался Fruity Loops. Программка не умела того, чего она умеет сейчас, конечно, и мне она понравилась. Я тыкал в нее, пытался создавать какую-то музыку, пытался переделать проекты стандартные, которые там были внутри. И, как оказалось, у меня это неплохо получалось. Я до этого очень сильно тяготел к музыке, я пытался научиться играть на гитаре. Я пытался, трогать любые инструменты музыкальные, которые попадались мне на глаза, и если мне, конечно же, разрешали это делать. И, в общем, в целом, музыку я очень сильно любил. Но, несмотря на все это, музыкального образования у меня нет. То есть я оканчивал детскую художественную школу там в 6 лет, заканчивал на программирование 2 года. Там у нас в городе было что-то типа станции юных техников. Мы тогда учили языки типа Visual Basic, Basic, которые сейчас, по-моему, вообще нахуй никому не нужны. Вот. Пытался ходить еще на плавание, пытался ходить в театр. В общем, занимался всем, чем угодно, но только не музыкой, именно с точки зрения образования. Но на текущий момент, то есть сейчас я могу полноценно назвать себя композитором, аранжировщиком, звукорежиссером, музыкальным продюсером, в общем, человеком, который занимается этим и этим фактически зарабатывает. На текущий момент музыка – это то, чем я сейчас зарабатываю себе на жизнь. И я очень рад тому, что я могу себе это позволить. Да, это иногда бывает сложно, особенно в наше время. И если учесть тот факт, что я музыкант из России, из провинциального городка. Вот. И тяжко бывает, но, тем не менее, я не сдаюсь и все равно двигаюсь в своем направлении, потому что больше ничем другим заниматься не умею. У меня там СДВГ, там, расстройство аутического спектра, вот это вот все. Совсем недавно у меня на YouTube-канале выходил из последних видеороликов мой сингл под названием Red Devil. Я крайне сильно рекомендую его заценить. Просмотров он собрал не такое большое количество, да и в целом сейчас YouTube заблокирован. Алгоритмы социальных сетей, к большому сожалению, сейчас направлены против меня, поэтому для тех, кто меня знает, или для тех, кто познакомится со мной, я настоятельно прошу вас, ребята, оставляйте комментарии, оставляйте лайки, делайте какую-то активность под постами, которые выкладываю во ВКонтакте. Вот моя ссылочка. У меня также есть телеграм-канал, где еще больше новостей выходит. Тоже тут должна появиться моя ссылочка. И, в общем, вот это 2 социальные сети на текущий момент, которым я пользуюсь чаще всего. Я думал также пойти в сторону Фейсбука, чтобы быть ближе к зарубежной аудитории, но, черт возьми, я просто терпеть не могу Facebook, вы уж меня простите, ребят, он у вас ужасный. Ну, в общем, да, по сути, начинал я с электронной музыки, а потом как-то все это дело перешло в металл и роцк. И у меня были такие, можно сказать, я не могу сейчас назвать это серьезными студийными релизами, конечно, это не назвать. Это скорее так, демки. В свое время
в году 13-14 выходил альбом Metalhead, где я пытался уже показать себя как человек, который умеет работать с аранжировками тяжелого направления, тяжелой музыки, там в жанрах heavy metal, black metal, doom metal, смеси всяких разных стилей. Мне очень сильно нравится вообще работать в разных направлениях. Ну, помимо звука, там, конечно, беда еще с текстом была, потому что на тот момент я пользовался Google переводчиком, словарем английско-русским, пытался это дело как-то это все сочинить. Получалось в итоге не очень, но тем не менее, мне очень хотелось, чтобы моя музыка звучала на иностранном языке. Потом, спустя какое-то время, у меня появилась депрессия, довольно затяжная, лет на 7. И я решил выпустить еще второй Metalhead. Он тоже получился вроде бы неплохим, но отклик от него был уже не такой ажиотажный, как от первого. И где-то в году 2018 я начал свою работу над третьим альбомом. Давайте вспомним, сколько за это время, начиная с 2018 года, с выхода первого сингла, который назывался, если не ошибаюсь, WW, сколько раз вообще за это время менялся концепт альбома. Я очень сильно потерялся. Я не понимал, к чему мне все-таки стремиться. В плане именно как меня себя преподнести как артиста, как творческую личность, чему моя душа больше всего тяготеет. Дело в том, что я как композитор работаю в абсолютно разных направлениях. Я работаю с компьютерными играми, я работаю, продюсирую музыкантов на стороне, я выступаю как сессионный музыкант в разных группах. И я все это время не мог понять вообще, да, что я вообще такое. Ну, помимо того, как я выгляжу, кем я являюсь. В какой-то момент я просто остановился и понял, что погоди, Дрекс, ну ты же вроде музыкант, ты неплохой, ты умеешь аранжировать, в принципе, много разных вещей, и для тебя нет никаких границ. Так почему бы тебе просто не делать то, что хочешь ты? Я в какой-то момент задал себе вопрос, вот когда смотрю на ранние свои работы, а для кого это я делаю? Для себя или для них? Или для вас? Перед кем я вообще пытаюсь отчитаться? Мне кажется, самое крутое творчество — это то, которое ты делаешь в первую очередь для себя. Наверное, с выходом первого Metalhead большинство зрителей, слушателей решили, что я, ну, что-то типа металлиста, там, эмаря, гота или там еще кого-то, там, это уже что касается, допустим, внешнего вида. Я не причисляю себя к какой-либо вообще в целом субкультуре. По этой причине я решил изменить название, собственно, проекта своего Metalhead на Red Album, чтобы он определял в первую очередь меня. Потому что я просто люблю красный цвет, понимаете? Я просто люблю красный цвет. Да, несомненно, мне нравится творчество Клейтона, но красить бошку в красный я решил еще до того, как познакомился с его творчеством. Что такое красный альбом? Я каждый день задаю себе один и тот же вопрос. Как его вообще преподнести для массы, чтобы слушатели поняли то, что они услышали. И в какой-то момент я понял, что да хуй его знает. Вот честно, ребят, я понятия сам не имею. Я просто беру что-то одно, соединяю с другим, втыкаю третье, втыкаю четвертое, втыкаю пятое, слушаю это. Если это входит в аранжировку, это классно звучит, я просто это оставляю и выкладываю. За все время моего отсутствия на ютубах и в интернетах в целом я уже успел наверстать там какие-то гастрольные темы, поездить по городам, общаться с людьми, выступать, что самое главное, учиться звукорежиссуры и общаться с разными людьми из разных, скажем так, музыкальных сфер и набраться просто большого количества опыта. Короче, я очень доволен собой, но недоволен тем, что мой личный проект, он как бы вот лежит на полке, и ничего с ним не происходит. Это надо исправлять, и я решил, да, бабахнуть что-то необычное. Итак, концепт альбома. Все, что я могу сказать про концепт альбома.
Там будет звучать тяжелая музыка, совмещенная с электронной музыкой. Альбом исполняется на 4 языках. Почему 4? Да понятия не имею. Мне просто нравятся 4 этих языка. Первый язык– это русский, второй язык– это английский, третий язык– это японский, и четвертый язык– это латинский. Внезапно. Почему? Ну, потому что красный дьявол, ребят. Потому что красный дьявол есть. Короче, мне очень сильно на текущий момент не хватает опыта с камерой. Я очень сильно отвык говорить в целом на нее. Я очень постараюсь это дело наверстать. Давайте вместо того, чтобы вам рассказывать и пытаться выдавить то, чем является на самом деле красный альбом, вы просто послушайте это сейчас мельком. Ну вот как-то так. Нравится вам такая тема? Мне очень нравится. И я в него и сильно верю. Очень сильно верю. Я очень сильно верю в то, что данный, если можно так сказать, продукт массовой аудитории может зайти. Мне просто хочется создать, ну не сказать, что нечто новое. Сейчас мало чем кого можно удивить. В эпоху интернета существует вообще все. Но то, как ты с этим работаешь и как ты это можешь преподнести, играет очень важную роль. И мне кажется, я как человек, состоявшийся во многих музыкальных в этих и всех сферах, способен показать себя, потому что мне искренне очень сильно нравится, что у меня выходит. Помимо выпуска самого альбома, я также хочу с ним еще и выступать. То есть я понял, что за все время моей сессионной карьеры как музыканта я уже успел поиграть и на гитаре, и на басу, где-то попеть, побэк-вокалить. Получил очень много опыта, тоже связанное с вокалом. Вот. В моей музыке стало появляться больше чистого вокала, и я очень рад, что люди очень по достоинству оценили. Дальше будет только больше, поверьте мне. Первую свою презентацию я проведу у себя в родном городе, Волгодонске. Да, наверное, если вбухать большое количество рекламы, поехать и бахнуть первую презентацию альбома в Москве, это было бы намного круче, но в текущий момент я не обладаю таким большим количеством бюджета. И в целом, даже если я сделаю этот первый концерт, я все равно на этом не остановлюсь. То есть я планирую с этим проектом также ездить еще по городам. На текущий момент я купил себе вот такую, не знаю, видно или не видно, 6-канальную звуковую карточку. Я очень люблю компанию M-Audio. У меня все, что касается вообще звуковых карт, я работаю только с M-Audio, потому что, ну, я с ними с самого детства. Вот. И эта штука, в общем, мне будет помогать делать довольно крутой звук, делать крутую автоматизацию, какие-то звуковые эффекты. Я очень много получил опыта и работы в этом направлении. У многих, конечно, могут возникнуть вопросы, мол, ну, круто, проект
готовиться, ты будешь выступать, бенд, ты уже успел собрать бенд, спросите вы меня? А я вам отвечу, нет. На текущий момент я не вижу смысла пока что собирать группу. Во-первых, чтобы собирать группу, скажем так, подобного формата, которого я готовлю в концепте, и то, как я его вижу, нужны ребята, которые, ну, как минимум, красиво выглядят, могут позволить себе краситься, могут себе позволить выглядеть, скажем так, не знаю, как ребята из J-Rock, всякий такой visual kei. Может быть, я найму каких-то танцовщиц на фон, чтобы это дело было более динамично смотрелось, чтобы я не один находился на сцене. Ну, в общем, все, что касается выступления, я пока что не хочу раскрывать никаких подробностей, я лишь хочу сказать, что все должно получиться круто. Первое выступление, конечно же, будет записываться на видео. Мне очень приятно осознавать тот факт, что люди, с которыми я раньше работал, там как-то взаимодействовал, очень стремятся мне помогать в этом проекте. Я очень сильно благодарен всем людям, кто вносит вклад во все это дело. Но мне очень-очень сильно не хочется раскрывать вот всю идею, весь концепт, чтобы, так сказать, не сглазить, не сказать, чтобы не сглазить. Но я в целом-то не суеверный, но мне хочется просто, чтобы вокруг моего творчества все-таки сохранялась какая-то тайна. Я очень-очень сильно благодарен всем людям, которые оценили мой первый сингл. Много только положительных отзывов. Это говорит лишь о том, что я двигаюсь в правильном направлении, и я надеюсь, что аудитория в конечном счете у меня со временем расширится. Я буду стараться вкладывать какие-то деньги в рекламу. Я надеюсь, вы со своей стороны будете делать какие-то репосты, рекомендовать мою музыку своим друзьям. Поговорить еще вот о чем хотелось. На Bandcamp у меня стоит предзаказ третьего альбома. Многие люди уже делали предзаказ его, но так как концепт альбома очень часто менялся, я решил, что, наверное, после релиза людям, которым этот альбом не понравится, я просто-напросто верну половину суммы от той суммы, которую вы потратили в то время, если считать по тому курсу. Я прекрасно понимаю, как работает текущая индустрия на данный момент, особенно игровая индустрия, когда, допустим, люди делают какую-то игру, выставляют на публику вот этот самый предзаказ, люди оформляют этот предзаказ, а на релизе получают вообще абсолютно нечто иное. Мне бы хотелось остаться с чистой совестью в этом плане. Мне бы хотелось, чтобы люди, которые все-таки заплатили деньги, они и то, что изначально они ожидали услышать одно, а получили на деле совсем другое, то есть вам вернется половина суммы, но при этом вы останетесь с релизом. То есть я не знаю, можно ли на Bandcamp делать какие-то возвраты. После релиза альбома на протяжении 2 месяцев я буду ждать от сообщений от вас, от людей, которые делали предзаказы на этом Bandcamp. Обязательно написать мне на почту, вот в данный момент вы можете ее видеть, написать мне свой email, через который вы делали предзаказ. Именно тот самый email, который вы указывали при регистрации на Bandcamp. И после выхода альбома на протяжении 2, да, скорее всего, может, даже 1 месяца я просто верну деньги в тем, если вы остались релизом недовольны. Еще важная ремарка. Ребята, пожалуйста, не делайте сейчас больше никаких предзаказов на Bandcamp. У меня нету, к сожалению, доступа к получению дохода оттуда вообще на текущий момент никакого, потому что это все работает через PayPal. Какая-то часть денег осталась там, и, к сожалению, я понятия не имею, как их вывести, да и, в принципе, уже давным-давно забил на это дело. Вместо этого у меня появился канал на Бусти. И полноценный релиз, то есть по той же схеме примерно, как и на Bandcamp, будут выложены флаг и WAV версии песен. На Бусти у меня, в принципе,
только это, скорее всего, в основном выходить и будет. То есть я не буду там делиться каким-то эксклюзивным контентом, по крайней мере, на текущий момент у меня нет никаких-то супер крутых идей на этот счет, но если появится, может быть, этим займусь. У меня есть подписка, который стоит 333 рубля. Она не дает никаких привилегий. То есть это просто поддержка. То есть если вы хотите задонатить, можете просто задонатить. Если хотите подписаться, можете подписаться. Я решил сделать так, в первую очередь, для тех, кто хочет и у которого есть возможность меня поддержать. Они могут приобрести релиз на Бусти и как бы поддержать меня монетой, одновременно получить цифровые копии в высоком качестве. По-моему, это довольно неплохая идея, на мой взгляд. Все MP3-шки бесплатные, они будут доступны для скачивания в моем телеграм-канале, а также мы не забиваем и не забиваем на стриминг-сервисы. Это все Spotify, Apple Music, ВКонтакте. Все это будет доступно. Я не думаю, что я в этом плане как-то выставляю себя каким-то жестким жлобом. Там, если посмотреть на то, чем занимаются видеоблогеры, каким контентом делятся порой на своих бусти, это без слез иногда не взглянешь. Ну, не будем про это говорить. Кто я такой вообще, чтобы судить? Так, ну я вроде бы про все рассказал, все, что мог. Я надеюсь, я не охуею это сильно резать, потому что там я уже записываю, блядь, почти 40 минут. Сейчас я посмотрю, вообще там запись не остановилась. 55 минут, блядь! 55 минут монтажа. Какой кринж, ребята. Господи, боже мой. Ну ничего, мне надо просто свыкнуться и научиться заново говорить на камеру. Так, ну вроде бы я обо всем рассказал. У меня есть группа ВКонтакте, у меня есть телеграм-канал, у меня есть Бусти. Все. Остальное вы можете сделать на Ютубе в комментариях или во ВКонтакте, потому что я буду этот видеоролик загружать отдельно ВКонтакте. Теперь ВКонтакт не разрешает загружать видеоролики туда, потому что время такое охуительное. Будьте здоровы. Сейчас я кадр посмотрю вообще. Как там меня видно? Что там, все хуево, да? На бомжа похож. У меня еще волосы со вчера помытые, блять. Они у меня волнятся. Мне не нравится, что у тебя башка почти впритык. Впритык, да? Почти вот О, прям. значит, надо выше поднимать.